13 лет я вообще хотела заканчивать с гимнастикой. Ну, тренировались мы там с 7 утра до вечера. А я становлюсь второй. Мне не нравится, когда меня жалеют. В 21 тебе уже 15-летние девочки на пятки наступают. Что, может быть, я вообще не поеду на Олимпиаду. Все хуже, хуже, хуже. И потом бац, и ты выигрываешь. Yes! Наконец-то! Чтобы папа успел это все увидеть. Вот это было целью моей жизни. Победителей не судят. Всем привет, друзья! Меня зовут Ольга Чебыкина, и вы на канале «Не принято обсуждать». «Не принято обсуждать» — это интервью для тех, кто соскучился по искренности. Вероятно, вы уже догадались, что свои подводки, вот это вступительное слово перед интервью, я обычно пишу уже после того, как пообщалась с героем. И этот раз не исключение. Только что я записала интервью с просто феноменальной какой-то космической девочкой. Ее зовут Маргарита Мамун. Я уверена, что большинство из вас ее знает. Это наша замечательная олимпийская чемпионка. У нее очень драматичная такая спортивная карьера с большим количеством взлетов, а еще с большим, наверное, количеством падений. Отдельная драматическая линия про ее, не ее соперничество, а то соперничество, которое им приписывали с Яной Кудрявцевой. Это лидер нашей сборной по художественной гимнастике, была несколько лет назад, и они с Маргаритой все время, кто из них первая, кто из них вторая, и, пожалуй, чаще по статистике Рита проигрывала, и все время пресса это смаковала, и журналисты пытались добиться, ну, сознайтесь, наконец-то, все-таки вы ненавидите друг друга, вы просто улыбаетесь на камеру, и все такие вещи. Но самое, даже не знаю, кинематографичная и невероятно звенящая история — это, конечно, папа Риты, который во время ее выступления на Олимпиаде уже тяжело болел. Это была последняя стадия рака, и он дожидался, как закончится Олимпиада, дожидался Ритиной медали, и медаль она получила и привезла, и через 2 дня ее папа не стал. Эта история тоже была в прессе описана. Я когда готовилась к интервью, я совершенно не знала, как к этому подступиться, и не спрашивать про это было невозможно, и мы об этом тоже поговорили. И, конечно, я сейчас пустой сосуд, мне очень сложно подбирать слова и что-то адекватное вам сказать перед интервью. Я могу сказать только одно. Вы должны посмотреть фильм, который называется «За пределом». Это фильм про Маргариту Мамун, это интернациональная съемочная бригада, снимала его несколько лет назад, следуя за Ритой по пятам, чуть ли не 2 года, по-моему. Чтобы понять, что эти хрупкие, воздушные, такие красивые девочки, какие обстоятельства они превозмогают, чтобы потом стоять и с белозубыми улыбками в красивых купальниках улыбаться на пьедестале. Вот сначала нужно посмотреть фильм «За пределом», а потом вот это интервью. Спасибо большое, что вы согласились на интервью, потому что только что закончился мастер-класс, и вчера всю ночь был комментаторский дебют. Я так понимаю, что за последние сутки сколько спали? Часа 2, наверное. Ну, не считая по пути к вам сюда в такси. Я не знаю, сколько мы ехали, поэтому не могу сказать точно. Минут 40. Ну да, примерно так. Спасибо, Рит, большое. Это большая честь для меня. Я чувствую себя, конечно, мегерой, но я постараюсь записать хорошее интервью, чтобы оно осталось для потомков, и чтобы как-то хотя бы это было немножко оправдано. Я хочу спросить о том впечатлении, которое сейчас вы везете с мастер-класса. Это были дети, которые, вероятно, хотят, а может быть, хотят только их родители пока повторить там вашу судьбу или судьбу ваших знаменитых коллег, гимнасток. Когда я зашла в зал, и все девчонки стояли в одинаковых белых футболочках, где написано «Мастер-класс Маргарита Мамун», ну, конечно, это дало мне такой заряд энергии. И я ловлю себя на том, что каждый раз, когда я приезжаю на мастер-класс, мне кажется, я питаюсь вот этой вот энергией детей, их взглядами, их улыбками, их стеснениями, стараниями. У многих читался взгляд осознанный, потому что этот взгляд можно различить, да, там, когда хотят родители и когда хочет девочка. Или хотя бы, когда ей просто интересно, потому что я стала хотеть, мне кажется, только лет в 15-16. Вот когда ты смотришь на них,
Нет ли этого там сожаления, какого-то опасения, потому что у одной из скольки тысяч может получиться что-то действительно достойное? На самом деле в детстве я сама себе говорила эти слова. Мои родители говорили мне, наоборот, противоположное, что я смогу, что у меня все получится. То есть я больше в себя не верила, чем они мне об этом всем говорили. Конечно, очень жалко, что у нас и одна медаль всего разыгрывается в личном многоборье, и получается раз в 4 года всего лишь один человек может стать олимпийской чемпионкой, в то время как в каком-нибудь плавании разыгрывается 35 комплектов медалей олимпийских, и за одни Олимпийские игры ты можешь стать несколькикратным чемпионом. Знаешь, мне кажется, это такая странная ситуация, вот когда к 22 годам формально можно сказать, наверное, что, ну это грубо прозвучит, но что типа главное ты уже сделала. Ну потому что, правда, люди ставят себе какие-то цели, какие-то свершения, могут идти к ним всю жизнь, а так получается так, карьера закончена, официально олимпийская медаль есть и так далее. Сложно ли находиться в этой ситуации, когда ты как будто бы самое главное уже сделала? Что впереди? Когда вот я готовилась к Олимпийским играм и вообще выходила на Олимпийский помост, то есть я подсознательно все равно мечтала. И когда пела гимн на других соревнованиях до Олимпийских игр, когда пела, я представляла, что вот как было бы здорово, если бы так было бы и в Рио. Но моя цель была выступить хорошо, сделать абсолютно все от меня зависящее, чтобы мной гордились мои тренеры, я и мои родители, чтобы папа успел это все увидеть. Вот это было целью моей жизни на тот момент. И после Бразилии я сразу вернулась, так скажем, в свою семью, в свою зону комфорта, что мне как бы не было такого ощущения, в общем, того, что же делать дальше, вся цель моей жизни выполнена, все, у меня опустошение. Конечно, очень сложно найти себя, и я все равно, как мне кажется, все равно в поисках каких-то, потому что начинать какие-то новые вещи уже для тебя очень сложно, потому что ты должен начинать с самого нуля, если какие-то другие сферы. Возможно, потом будет тренерство, возможно, будет что-то связано там со своей школой или с федерацией, или вообще, в общем, возможно, там что-то с институтом имени Лесговта, который я окончила и учусь на магистратуре сейчас. Поэтому множество разных мыслей. Пока что я живу и живу обычной жизнью, и все мелочи, которые люди делают в обычной жизни, для меня интересные, диковинку вообще, новые, мне, ну, это в кайф. Да-да, ты 15 лет этого не делала, ты занималась гимнастикой. Вообще ничего я не делала, вообще ничего. То есть, да, я даже не убиралась дома и не стирала вещи. Все в этом мне помогала мама, потому что я приезжала в воскресенье домой и уезжала обратно на базу. То есть вплоть до таких вещей. И сейчас появилась возможность и путешествовать с мастер-классами, путешествовать, а не просто быть в аэропорту, там, в гостинице, в зале и просто посмотреть мир. И это очень здорово. Это, конечно, удивительная, безусловно, и такая специальная судьба. Но еще я так понимаю, что даже твое согласие на интервью говорит о том, что ты привыкла трудиться, и если надо, то надо. То есть это насколько на остальные сферы жизни переносится. Когда я читала эту историю легендарную, когда твоя тренировка там длилась, по-моему, 9 часов, и пока ты не выполнила упражнение, во-первых, ни слезинки и не ушла. Я привыкла, так скажем, уважать тренера, и раз тренер сказал, значит, я делаю. Это мое воспитание с самого детства. То есть у меня всегда в семье у нас было все спокойно, и если тебе спокойно сказали, ты спокойно это выполняешь. То есть такая какая-то смиренная покорность, возможно, она невозможна, а мне точно помогла добиться таких результатов, потому что многие бы на моем месте уже психанули бы, кинули бы предмет моего тренера, бы собрали бы вещи и уехали из Новогорска. Скотина такая, ты делаешь это в прогоне. Сюда смотри! Сюда смотри, я тебе говорю. Почему ты не сделала фундаментальную группу? Потому что я вообще поворот не сделала.
Я когда смотрела фильм, конечно, я в редакции еще сидела в наушниках и периодически их вот так вот срывала, вставала и негодование клокотало во мне. Это было бы также с любым неподготовленным человеком, который не из большого спорта. Это я говорю про фильм «На пределе», потому что человек, который это видит, а который не находится внутри, ну, объяснить это себе очень сложно. Ты очень дрожала. Ты полное говно была. Полное говно. Единственный элемент, я тебе сказала, какой тебе. Все остальное ты дрожала, как осиновый лист. Значит, тебе еще поставили просто за твои красивые глаза. Расскажи, пожалуйста, про это. Давай попытаемся объяснить тем людям, кто не внутри, почему вот это все возможно и это помогает, какие ты находишь в себе внутри силы, потом обниматься, целоваться, и они, ну вот, другие кадры в этом же фильме, после выступлений, как это уживается? Объясни нам всем. Да, это сложно понять. Кто-то понимает, кто-то очень резко это воспринимает. «За пределом», не зря он так называется, это специально было показано. Хоть и в фильм вошли далеко не все моменты, которые были. Очень много моментов не входило, очень много моментов я запрещала снимать, потому что было очень плохо уже. Я говорила: все, вы не трогайте меня, закрывалась и все, там уже не обращала на них внимания, на ребят. Но для этого он и снят, для этого показано именно по этой линии, по этой психологической линии, чтобы люди понимали, насколько сложен любой профессиональный вид спорта. Особенно в художественной гимнастике люди, когда смотрят ее, видят, как гимнастка улыбается, выражает свои эмоции, и всем кажется, что да, они каждый раз выигрывают золотые медали, и им это достаточно все легко делать, что там ленточкой махать и ногу там поднять. И зашли бы они вот в зал, где растягивают маленьких детей. А что касается фильма, люди требуют тогда, когда им не безразлично. И что Амине Василовне, что Ирине Александровне было не безразлично. Потому что в моем случае было очень много поражений. Чемпионат Европы, чемпионаты мира. Были моменты там и хорошие, и плохие, но в случае Ирины Александровны она могла просто, уже не ставить на меня совсем и поставить на другую гимнастку и начать требовать с нее. Но она верила, и она требовала с меня. Половина фильма я там вообще, мне кажется, даже весь фильм я там с грустным лицом, в своих мыслях, абсолютно в своих мыслях, которые я могу там смотреть в одну точку вот несколько минут. Я человек такой замкнутый в себе, и все, что как бы мне адресовалось, я принимала, и все это внутри переживала, анализировала все время. Чего не скажешь о моих тренерах, которые переживали, но выплескивали, да. И порой как бы люди, наверное, повышают тона, начинают переживать уже от обессилия, когда уже не знают, чем помочь. И на самом деле и я лажала, и поэтому очень много я не воспринимала, то есть я не воспринимала себя бедной девочкой, на которой вот такой вот прессинг идет. Нет, я именно весь фильм думала и анализировала, что же сделать, как же помочь нам всем вообще, и как выбраться из того, где мы сейчас находимся. Поэтому я все это забыла, поэтому я это не воспринимала все на личный счет. Марте, режиссеру, спрашивала: а когда вы это вообще снимали? Я не видела, чтобы вы это снимали. Я не помню, когда мне это тренеры говорили, я не помню этого. Все-таки это и воспитание, все-таки это половина моей азиатской части, вот той восточного спокойствия, которое мне досталось от папы, вот этого внутреннего, и которое воспитывали у меня в детстве, и которое вот действительно помогло и в дальнейшей жизни. Но почему-то вот все акцентируют на то, что вот какая Рита бедная и как это все происходило. Но почему-то никто не заметил, что именно по фильму, что как бы все закончилось прекрасно и все закончилось хорошо. И я была в Финляндии недавно, и тоже там показывали как раз этот фильм, и меня спрашивали: да,
весь фильм такое ощущение, что это путь в никуда. Да. То есть действительно, как будто бы все хуже, 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 и потом бац, и ты выигрываешь. Как это возможно? Понятно, что такой момент сборов в Бразилии показали там всего пару дней, и то остановились на том, что да, у меня там все равно все не получалось. Но у нас там были и контрольные тренировки, и Ирина Александровна собирала целый зал, чтобы у нас был уже эффект ощущения. Серьезно? То есть, чтобы люди были в зале? Да, да. И причем люди приезжали, они знали, что олимпийская сборная, приезжали с городов, которые знали, что такое художественная гимнастика, и знали, кто мы. И невероятное количество приходило, и это была особая такая тренировка. В общем, Ирина Александровна могла, наверное, не трогать меня так же, как не трогала, к примеру, Яну, у которой была травма, и которая тренировалась по своему графику, и она ее как бы не трогала. Она также могла быть со мной, но, понятно, на Ирине Александровне висит ответственность за всю страну. Да. В первую очередь на ней, потому что всегда, когда выигрывает гимнастка, молодец гимнастка, когда она проигрывает, виноват тренер. Это мне всегда Мин Василовна говорила, и это всегда не нравилось, и когда я плохо выступала, всегда ей доставалось. Но когда я выступала хорошо, тут вот как бы ты получалось так, да. В общем, люди не акцентировали внимание на том, что это привело к олимпийской медали, и что финал был очень даже хорошим и прекрасным, что просто так ничего не дается, что нужно пройти через эти тернии, чтобы вот добиться этого. Поэтому мы обнимаемся, поэтому сейчас у нас отличные отношения, поэтому мы ходим друг к другу в гости, и все плохое забывается, и оно всплыло у меня вот только тогда, когда посмотрела этот фильм, и причем я даже не подозревала о том, что я так глубоко все это утопила в себе, все эти эмоции, все эти переживания, что да, они прям одним таким всплеском вышли наружу, когда я увидела впервые этот фильм. Тебя не ужаснуло ничего? Ты не заплакала? Какая вот... Ой, нет, я плакала. Меня Марта специально закрыла одну в комнате, выключила свет, все ушли, никто не мешал. После этого я посмотрела еще пару раз и решила, что больше я его смотреть не буду. И когда меня звали на премьеры в Амстердам, первая премьера состоялась, и там потом в другие города звали, что очень тоже приятно, потому что люди хотят узнать мое мнение, вообще мои эмоции уже после этого всего. И я приходила на начало, уходила и выходила, наконец, уже отвечать на вопрос. И то все равно я начинала плакать, все равно я не могла сдержать там слезы свои, потому что там слышу даже финальные титры. Вот эта музыка, Марта еще подобрала эту музыку, а я сентиментально очень в плане еще музыки. И я слышу ее там даже, я уже отошла, уже на улицу вышла, все равно слышу. И мне не нравится, когда меня жалеют. Я абсолютно счастлива, у меня абсолютно хорошие отношения, что с Ириной Александровной, что с Аминой Василовной. Я безумно благодарна. Значит, нужно было так, значит, нужно было пройти такой путь. Он не был всегда таким. Он был последний год, потому что уже обратного пути не было. Нужно было выходить и выступать. Возможно, в какой-то мере нужно было мне, особенно на сборах в Бразилии, потому что там... Я не знаю, что это было, до сих пор мы так и не узнали, это было отравление или акклиматизация, но 2 недели, 3 недели до выступления у меня температура 39, меня везут в ближайший там госпиталь за 3 часа езды. Вот тогда я сказала Марте не снимать, и мне там пытались вообще как-то меня на ноги поставить. И, в общем, я зашла в первый раз в зал в день открытия Олимпийских игр, это было, по-моему, 4 или 5 августа, точно не помню. И я понимаю, что у меня нету силы. Я делаю хореографию, я делаю одно движение, к примеру, плие, сажусь на попу отдыхать, потому что у меня нету сил. И вот так вот потихоньку одно движение за другим. Это хореография. Но Ирина Александровна решила меня не жалеть и решила быстро меня привести заново в форму, что было очень сложно. Вот тогда это было нужно. Тогда
Да, я помню, тренировались мы там с 7 утра и до вечера, то есть еще раз. И вот так меня приводили в чувство. А как отключить еще все остальное, весь внешний мир, потому что папа тяжело болел уже, и ты сама сказала, вот важно было, чтобы он дождался, это такое счастье и чудо, что он дождался, и как это замечательно, но все равно, можно ли об этом не думать, что он где-то там за много тысяч километров, и со сборов тебя не отпустит его повидать, и вот эти мысли, а если не ну, я даже не представляю. Когда я тренировалась, я вообще не думала. Ирина Александровна говорила, хоть она и говорила, что вот я там тебе говорю, делай для него. Нет, я как только вспоминала, мне становилось плохо, поэтому я гоняла себя так, чтобы никакие мысли мне не лезли. Я знала, что это мое хорошее выступление, это единственное, чем я могу помочь. Все, это единственное, ну, как я могу осчастливить его. Если это не секрет, почему, и если это корректный вопрос, почему тебя выбрали для съемок в этом фильме? Это не значит, Нет, я понимаю, да, я сама задаюсь этим вопросом, и меня многие об этом спрашивали. Марта приехала в начале, вот как раз на Гран-при в Москве в 2014 году первый раз. И она выразила вообще свое желание о фильме Ирине Александровне. Я на самом деле не знаю, как Ирина Александровна пустила ее в наш мир, потому что это сложно, и это никому еще не удавалось. Да. Но, видимо, Марта ей понравилась, видимо, ее подкупило, что это польское телевидение, польское совместно с Германией, еще с кем-то. То есть ее подкупило то, что заинтересованность пошла с других стран. И Марта весь 2014 год ездила с нами, и она смотрела на меня и на Яну. Она снимала меня и Яну, нас вместе вдвоем. Да, я думаю, она выбирала, понимала, кто ей ближе, что она хочет вообще людям показать. И да, на тот момент выступала я, Яна и Мария Титова. И она ездила, она как раз в 2014-м у меня был самый провальный чемпионат Европы. Это были самые ужасные вообще соревнования в моей жизни, несмотря на то, что были небольшие спады на чемпионатах мира, но чемпионат Европы я провалила весь. То есть он один день был, это именно этот год совпал, что один день чемпионат Европы, 4 вида, сразу в один день, и все, и больше нет. А обычно там несколько дней, отдельные виды, команда. А вот этот год чередуется, и он только многоборье, только один день, 4 раза, все, права на ошибку нет. Я занимаю 5-е место. Это вот единственное, мне кажется, выступление, которое я хочу исправить. Не единственное, но вот одно из. Но это дало толчок, прям вот действительно задуматься над тем, что нам нужно менять. Вот. Поэтому все, что не делается, все к лучшему. Как бы там вот меня спрашивают, там вот какое твое жизненное кредо? Я говорю эту фразу, ну, как банально. Ну, знаете, мы проверили по-любому. И, в общем, там... Она это увидела, потом поехала вместе с нами на сборы в Юрмалу, и там как бы провела интервью со мной и с Яной. Подписала бумаги об использовании прав с нами двумя, и, наверное, вот уже к концу 2015 года она уже... Решила, что это ты будешь. Ну, видимо, я чем-то ее зацепила своим внутренним миром и размышлениями. Не знаю. Но она похожа чем-то, мы с ней похожи. Она такая же замкнутая, такая вот тоже вот более интроверт, чем... себе. Да, да. Поэтому, возможно, поэтому она меня выбрала. И она также занималась художественной гимнастикой, поэтому ей захотелось снять фильм именно о гимнастике. И, в общем, да, и... Но хвала небесам, что она не ошиблась. Да, это ей... Я не понимаю, как так получилось. Такого сценария не придумать вообще. Да. Просто даже для художественного фильма, а тут документальный. Некоторые люди не понимают, что такое документальный фильм. Кто-то спрашивает, а это действительно было на самом деле? То есть документальный фильм — это же то, что происходит на самом деле. И, понятно, это все нарезки, которые выстроены в той линии, которому режиссеру хочется. Да, но все это было, и
останется, в общем. Ну, на самом деле, это кино стало эпизодом из большого кино, то есть это кино внутри кино про твою жизнь, потому что финал-то фильма развернулся как раз на Олимпиаде, и, знаешь, вот было бы странно, правда же, если бы вот такая подготовка, вот это кино, и у всех нервы на пределе, и потом ты раз и не победила, например. Оно могло быть. Оно могло быть так, Конечно. но сложилось по-другому. Оно могло быть, и это была никто не знал. Это был мой самый большой страх вообще подвести. Ну, конечно, ты всю жизнь тренируешься. Этот страх мне вообще иногда порождал мне мысли, что, может быть, я вообще не поеду на Олимпиаду, может быть, не надо, потому что лучше не выходить, нежели выходить. И проиграть? У меня такие мысли были, потому что я знала, каково это, да, тот же чемпионат Европы, тот же чемпионат мира. Я знала, каково это, и вот это вот ощущение, оно мне мешало, но, наверное, на тот момент не мешало, а только, наверное, подстегивало меня работать до такой степени, чтобы я уже была очень уверена в себе, и что и было перед Олимпиадой, потому что на Олимпийских играх мне было намного спокойнее выходить, выступать, нежели вот тот же чемпионат мира в Штутгарте или тот же вот провальный чемпионат Европы, где меня все трясло, и я чувствовала, что вообще у меня никакого внутреннего ни стержня, ни уверенности, ничего, хотя я тренируюсь круглыми сутками в зале. Как всегда, у меня есть для вас приз. Это шикарный набор алтайской косметики от наших друзей Центра лечебного голодания Улутай на Алтае. Все, что вам нужно сделать, чтобы его выиграть. Во-первых, подписаться на канал «Не принято обсуждать», если вы этого еще не сделали. И, во-вторых, написать любой содержательный комментарий под этим выпуском с пометкой «Конкурс». Знаешь, были такие нелепые отголоски про то, что иногда спортсменам достается главная медаль всей их жизни, олимпийская, из-за того, что ошибку совершил другой. И у вас с Яной, так или иначе, я перечитала килотонны просто этих интервью и материалов, где вас бесконечно сравнивают, и вот Рита хорошая, молодец, и талантливая, и добрая, и интеллигентная, и все такое, но как бы всегда вторая, если есть Яна. Разные такие вещи. Вот, когда вы друг про друга говорите, есть несколько вот кадров, где вы там на общих каких-то пресс-конференциях, и видно, что между вами не то, что там вражды нет, что это любовь и дружба. И тебе не обидно, что люди в это не верят? Мы старались не обращать на это внимания. Главное, действительно, какие отношения там были внутри нашей команды. Мне повезло, то есть, что мы там, не знаю, хоть мы полные противоположности, но мы там сошлись характерами, возможно, в плане того, что мы противоположности. И то есть, потому что и так сложно было всегда тут с самой собой справиться, там, с тренировками, но какая вражда еще может быть там внутри команды? Мы всегда старались поддерживать друг друга, и даже нам в лицо это говорили на каких-то интервью, что, ну, признайтесь вы уже, это у вас просто на камеру игра. Мы говорим, ну, какая разница вам-то? Пожалуйста, говорите, что хотите, то есть у нас как бы свое видение, но многие говорят, да, что только из-за того, что Яна там потеряла. Ну, это сложно говорить, и если бы ДКБ, и конечно, это все... Мой муж мне говорит всегда, победителей не судят. Это все, что можно сказать. Потому что, да, Рита вторая, ну, значит, так надо было. Это мне не давало расслабиться. К примеру, у нас все соревнования все сезоны начинаются с Гран-при в Москве. И парадокс, почему-то это начало сезона, программа сырая. И я почему-то всегда на этих первых соревнованиях выступала прекрасно и всегда все выигрывала. А потом все хуже. Чемпионат мира, а Рита теряет. Но Олимпийский год, 16-й год, тут Гран-при в Москве, и я выступаю плохо, попадаю всего в 2 финала из 4, проигрываю Дине с Ариной Авериной, Саше Солдатовой, вообще всем. А меня все поздравляют. Говорят, ну, наконец-то начала сезон вот отсюда, чтобы идти вот так наверх. Я говорю, ну, значит, так надо. Но почему-то никто не вспоминает, не знаю, чемпионаты мира там в Штутгарте, к примеру, 15-й год. Финал многоборья, где я лидирую под первым 3 видом, роняю 4-ю ленту и становлюсь 2-й.
я становлюсь второй. Не Яна становится первой, а я становлюсь второй. Там тоже победитель не судят. Чемпионат Европы 2016 года, предолимпийский. Я лидирую по 2 видам. Я лидировала, я роняю обруч, и ну, как бы там уже нужно было просто удержаться на пьедестале. То есть тоже я потеряла обруч, и я сама это сделала. Поэтому действительно, победителей не судят, и это спорт, и мы соревнуемся каждая с самим собой. И нас после Олимпиады тоже все. Вот Рита с Яной не общают. Понятно, что после Олимпиады мы отдыхали все друг от друга. Ну, конечно. И какая-то другая жизнь началась. Вы наконец-то могли жить не в одной комнате уже элементарно. Понятно, что да, она там на нас как бы заведомо повесили медали, так скажем, но это каждый борется с самим собой, и в общем Олимпийские игры — это абсолютно другие соревнования. И сейчас, слава богу, прям вот я надеюсь, что у нас и всегда будут такие отношения, и я безумно счастлива за нее, и она скоро будет мамой, и это очень здорово. И даже Аня Резидинова, которая была 3-я на Олимпийских играх, гимнастка с Украины, она тоже вот в прошлом году родила и говорит: девчонки, какие вообще медали, это самое вообще счастье. Конечно, тот этап жизни прекрасно, что он был у нас оценен и оценен по заслугам, но сейчас как бы я понимаю, что вот это самое мое большое счастье. Поэтому я безумно счастлива за нее, и, в общем, надо перестать людям уже придумывать какие-то вещи. И, ну, в общем, людям... Сейчас тебя начнут спрашивать, когда ты будешь рожать, уже, наверное, Уже давно. Я вообще-то 2 года уже беременна, вообще-то, как мне Саша сделал предложение. Естественно, все начали. Наверное, она беременна. У всех какие-то сложные стереотипы. 20 лет рано, 40 лет поздно, да. Значит, дружбы не бывает. И все вот такое. Людям свойственно покопаться. А как не озлобиться? Скажи, когда ты в центре внимания находишься, в центре восхищения и зависти одновременно. Это 2 стороны одного и того же процесса, когда на тебя обращены десятки тысяч глаз. И ты сама сказала, зайдя сюда, камеры тебя преследуют, сейчас снимают опять о тебе фильмы, интервью, программы, ток-шоу. Нет, конечно, всегда бы так. Я очень рада. Это прекрасно, и это здорово. И я рада, как остаться такой же доброй, как ты? Я не знаю. Сложно сказать. На самом деле, мне повезло с моими поклонниками, и мне приходят тысячи сообщений прекрасных, что, натыкаясь на... Ну, это нам свойственно людям, да, тебе приходят миллионы прекрасных слов, миллионы восхищений, поддержки, но вот одна какая-то вот эта вот иголочка, и все, и ты начинаешь переживать, и думаешь, как же так, как-то... Раньше меня это очень задевало, и я переживала. Сейчас могу посмеяться и ответить что-нибудь как бы с таким сарказмом, потому что, в общем, внутренняя такая самоуверенность — это очень важно. Важно ли в твоей молодой семье сейчас, что у тебя супруг тоже спортсмен, и что он знает тоже этот мир изнутри, и смог бы тебя, как ты думаешь, понять кто-нибудь другой тоже? Профессиональные спортсмены понимают друг друга, и все равно даже Саша, когда только со мной познакомился, был уверен, что художественная гимнастика — это вообще так. Ленточку покрутить. Да, да. Но, естественно, он поменял об этом мнение, и все его окружение, и друзья его тоже, слава богу. Ну, спасибо. Я рада. Вот, приобщила еще фанатский сектор, увеличила. Да, немножко. Да, то есть, когда я там писала, что ему, что вот в 9 я начинаю, и он тренировался в Америке, и когда он проснулся, а я все еще не закончила, он там спал все это время, я еще не закончила, то он начал понимать, что это сложно, и тем более увидев потом фильм. Но вообще я на протяжении всего пути естественно, делилась всем, как бы я не любила Амину Васильевну, Ирину Александровну, все равно на тот момент они требовали с меня, и они должны были это делать, и мне нужно было на них жаловаться, что поначалу Саша, он хотел приехать и растерзать их. Да, и отношения у них не очень складывались, но часто все хорошо. Только профессиональный спортсмен меня бы мог понять, и
наверное, и нам пошло на пользу то, что и он тренировался в Америке, тоже он готовился к Олимпийским играм. То есть мы оба ответственно к этому относились, и мне не нужно было после тренировок бежать домой готовить ужин, потому что даже когда он был в Москве, он все понимал, и в Москве он был совсем нечасто. И, ну, наверное, так тоже нужно было, чтобы он там 3-4 года тренировался там, потому что он совсем меня никак не отвлекал, что Амина Васильевна очень беспокоилась, что будет отвлекать, и, не дай бог, там поссоримся, поругаемся. Ну, она судила по своему опыту, а девочки же очень эмоциональны в этом плане, что там чуть что, сразу нет настроения на тренировках или всякое такое. Но, слава богу, у нас такого не было, и вот это только вдохновляло, так скажем. Абсолютно все говорят, что у тебя не спортивный характер в классическом смысле. То есть, во-первых, отсутствие эгоизма, конкуренции, вот этого желания урвать зубами все во имя победы и так далее. И то, что ты такая чуткая, чувствительная, эмоциональная, еще и замкнутая, и супервоспитанная. То есть все говорят, что это не спортивный характер. Что такое вообще, я не знаю? Спортивный характер – это самое главное внутренний стержень и внутренняя сила. Вот к какому выводу мы пришли, и то, что я доказала. Потому что действительно, когда у меня не получалось выступать, Амина Васильевна вот с Ириной Борисовной, Зиновкой, постановщиком моим, они пытались меня даже разозлить в какой-то мере. И я это узнала уже после. Я думала, чего это они там так выводят меня? Я это узнала уже после, когда уже это все закончилось, когда я действительно единственный раз в своей жизни бросила мяч и ушла. Куда ты пошла? Вставай на начало! Ну, ушла рыдать, а не ругаться на них, ушла рыдать, потому что, ну, это все. А они, оказывается, я думала, они там злые на меня, а они, оказывается, сделали «Yes! Наконец-то!» Вот так вот. Я говорю, ничего себе, вы этого от меня добивались. Я бы раньше, если вы хотели, это бы сделала, но я не позволяла себе это делать. Ты даже не понимаешь, насколько в тебе много силы и вот этой вот другого, что в основном есть в спортсменах. Это не просто стереотип, это стереотип, подкрепленный большим количеством практических побед и случаев, когда спортсмены это танк, это каток в хорошем смысле. Да. Ну, в общем, я и говорила, что пытались меня разозлить, пытались из меня сделать какую-то стерву, пытались... В общем, чтобы вот я как раз была этим танком. Я понимала их методику, потому что даже сейчас вижу, что девочки, которые, к примеру, могут не тренироваться в зале, жалеть себя, лениться в какой-то мере, тренируясь с другими, которые супер ответственные, супер трудолюбивые, когда приходит минута выступлений, те девочки, которые позволяют себе лениться, которые делают в полсилы, выходят на ковер как танк, которые наглые, и они выступают хорошо, а те девочки, которые, зная, что вот я работала очень много, я не могу себя подвести, я не могу подвести тренеров, я должна хорошо выступить, но я переживаю, потому что вот как же так, и они выступают плохо, они теряют. Вот это был мой случай, и я не понимала, почему так происходит, но... Вот это вот такой вот парадокс. Те, кто могут тренироваться меньше из-за своего характера, из-за своей внутренней самоуверенности, могут выходить и вот идти как танк. Но в моем случае, слава богу, мы нашли выход. Я просто дотренировалась до такой степени, что у меня уже не было мысли, что я переживаю, у меня уже была мысль поскорее бы это все закончить. Тогда уже ты не переживаешь. Поэтому вот такой он метод был. Выбивать из себя весь мандраж. Ну и напоследок сейчас буду тебя уже отпускать, хотя мне страшно, этого не хочется, конечно. Понятно, что это из семьи, это воспитание. Мы с этого начали разговор, что такие виды, как, не знаю, допустим, синхронное плавание или художественная гимнастика, в основном выбирают за детей родители, потому что нужно отдавать достаточно рано в этот спорт, чтобы добиться успехов. Расскажи немножечко про то, как твои родители, помимо того, что они проявили вот эту волю отдать тебя в этот сложный, адский, безумно красивый спорт, ни разу не
ходили на тренировку, ни разу не пожалели тебя настолько, чтобы тебя оттуда забрать. Какие основные принципы были воспитания? Что они тебе говорили, что ты такой умницей, интеллигентной выросла и все равно взяла свое от жизни? Это же они тебе все дали. Ну, мы не берем тренеров и спортивную подготовку. Ну, я пошла на гимнастику, потому что я сама этого захотела. Я попросила маму. В других случаях бывает, что родитель увидел красивую гимнастику и захотел, чтобы его ребенок делал так. Исполнил его мечту. Да. У меня было множество таких сложных моментов, когда я начинала там урок хореографии, и на хореографии у нас была очень строгая, но очень мудрый педагог Анна Викторовна, и она вот меня вот как с самого детства, вот до 15 лет, почти до самого Новогорска довела, и она требовала меня. А хореография это очень сложно, да, там ты статично держишь ножки, там все это делаешь. И у меня она сложно шла, и там уже началось требование, и там небольшое повышение голоса. А тут у меня в семье голос не повышают, что это? И я сразу не хотела идти. И в тот момент родители, я надеялась на сочувствие, но они не поддались на мои провокации, и тогда меня вот прям пинком под зад отправляли в зал. То есть тогда они не проявляли мягкость. Но тренировки, они никогда не лезли в процесс, потому что они сами всегда спокойны, они не из тех родителей, кто... Так, лучше тренера знает, да. Звоню каждый день учителю, спрашиваю, какую оценку он получил, а как мой ребенок. И даже когда уже в дальнейшем мы с Аминой Васильевной начали работать, ее вот это очень беспокоило. Она думала, что моим родителям все равно. И она звонила и говорила, что почему вы не узнаете, как дела у вашего ребенка. Ну, мама говорит, ну не жалуется, значит, все хорошо. И все. То есть, а я всегда молчала, ну, никогда не жаловалась, потому что знала, что родители как бы мне не помогут. Это порождало во мне мое желание. Я приходила домой, я сама показывала элементы, я сама била все мамины вазы дома. И не было такого, как у многих родителей. Ну, давай, показывай, чему вас там учат. В некоторых моментах меня нужно было подталкивать, и они замечали эти моменты, что мне очень повезло. В 13 лет я вообще хотела заканчивать с гимнастикой, и они вот так же в тот момент подтолкнули меня, позвонили тренеру с школы Олимпийского резерва, так скажем, на просмотр договорились, и я не знала об этом. То есть там началось как бы такое второе дыхание в моей гимнастике, потому что на тот момент не было в клубе, ну, я тренировалась в клубе, не было такого как бы дальнейшего развития. Понятно, что ты не знала, ну в смысле ты мечтала об олимпийской медали, но не знала. А мама и папа, они знали? Они тебе когда-нибудь выдали вот после того, как ты победила? Я всегда знал или знала, что ты будешь олимпийской чемпионкой. Мама, да. Она мне говорила это. Она говорила мне это очень отчетливо, я помню, после Олимпиады в Лондоне. Я поехала на Олимпиаду в Лондон, впервые вообще на Олимпиаду попала, и я очень вдохновилась этой атмосферой, мне так понравилось. И тогда выступала Евгения Канаева с Дарьей Дмитриевой. И после Лондона они закончили свою карьеру, и то есть мы, Яна, Александра Меркулова остались за старших. И мне мама тогда сказала, ну все, Ритка, такая довольная, то есть она не серьезная, она как бы в такой форме, что ну все, эта Олимпиада закончилась, следующая твоя. А я ха-ха-ха, смешно, да, мам, да, смешно. И постоянно она мне как бы закладывала это подсознательно, что вот выиграешь Олимпиаду, подаришь мне белую БМВ. Она всегда мечтала о белой БМВ. И когда я выиграла Олимпиаду, какой-то невероятный случай, что после Олимпиады нам нужно было ехать в Новогорск, и мы с Сашей решили поехать через центр по Ленинградке, и там, естественно, дорога через вот Красную площадь, и мы приезжаем и видим, что на следующий день у нас награждение в Кремле у президента, и мы видим, что подвозят белый БМВ на Васильевский спуск штабелями. И я маме звоню и говорю, мама, ты вообще, что вообще это такое? И она тоже очень удивилась. Они с папой всегда в меня верили, чего не скажешь обо мне, действительно. То есть всегда вот эта неуверенность в себе мне мешала. И даже сейчас она мне мешает, иногда, действительно иногда мешает. Мне надо подумать,
поговорить с собой внутри, чтобы внушить каждый раз себе, что я самоуверенная личность. Вот, но вот эта стенка, которая сплошь заставлена кубками и медалями, съемки, она не очень помогает, да? Вот, надо все время вспоминать. Да даже та самая главная медаль, да даже все воспоминания, да даже то, что мне муж об этом всегда говорил, потому что мама мне об этом всегда говорила, папа говорил. Тренеры мои, все вокруг говорили, а вот Рита такая упрямая, не верила. А где сейчас олимпийская медаль? То у меня, то у мамы. Так она туда-сюда ездит. Потому что, ну, сейчас она у меня лежит, потому что я уже сказала, что больше я никому ее не буду показывать, потому что она уже вся истертая, как будто ее наждачкой потерли. Я слушаю тебя, и даже мне страшно, а если бы эти игры не состоялись, это те самые игры, которые могли вообще не состояться для всей сборной. Да. Ты боялась этого? Потому что другой Олимпиады у тебя и у всех девчонок не будет, потому что короткий цикл, 4 года, ты или сейчас, или уже пролетаешь. Или уже пролетаешь. Конечно. Ну, мы пролетаем из-за того, что у нас высокая конкуренция, да. Из-за того, что и здоровье не позволяло. Но и все удивляются. Удивляются, почему? Почему так рано? Еще можно было бы в Токио. Нет, это тот, кто в теме, тот, кто знает наш вид спорта, понимает, что в 21 тебе уже 15-летние девочки на пятки наступают все-таки. И даже на Олимпиаде в Рио я уже чувствовала себя достаточно взрослой, потому что основной состав там уже был 97-98 год. Страшно было, что не будет игр? Да, мы узнали за день до открытия Олимпийских игр о том, что мы выступаем, потому что возложили же эту ответственность уже на отдельные федерации и международные. И от нашей федерации почему-то очень долго не поступало ответа, учесть то, что от Федерации спортивной гимнастики ответ поступил почти сразу. И мы переживали. И мы даже уже не знали, что лучше, потому что не выступать — это обидно, выступать — это волнительно и страшно, и ответственно. И, в общем, это было, очень шатко, очень, в общем, эмоционально переживательно. Сложнее намного было даже паралимпийцам, которых вообще не пустили, и это было ужасно, потому что это единственная, возможно, у них цель вообще. Смысл, возможно, жизни. Смысл жизни. Почему их лишили этой возможности, я не знаю. И сложно ребятам в Корее было. Но им сложно было в другом плане, что их там называли предателями многие люди. Этим людям нужно посмотреть фильм «За пределом», чтобы потом они сказали, что не езжайте на Олимпиаду, вы предателями будете. Да, были такие умники, которые говорили, тогда покажем всем фигу. Мы-то диванные критики, понятно, покажем и будем... Очень гордые, но не гордые в том, чтобы защитить спортсменов. Это обидно. Да, но, слава богу, они выступили. Конечно, флаг они очень ждали, но все равно все спортсмены, кто был на Олимпиаде, они мировые звезды, и все равно они выходили, и весь мир знал, что это спортсмен из России. И там уже не важно было, отобрали у него флаг, не отобрали. Все знали, что Евгения Медведева, Алина Загидова, что сборная по хоккею — это спортсмены из России, и это уже не отобрать вообще, каким бы там флагом бы нас там не заграждали. У меня есть для тебя небольшой подарок. Я обменяю его в ответ на еще один вопрос. Вот так вот. У нашего проекта он называется «Не принято обсуждать», потому что я в основном стараюсь говорить со своими героями о чувственных каких-то вещах, которые не принято обычно обсуждать там на камере. Но ты человек уже тренированный во всех смыслах, и это тоже прошла, когда с тобой ходили с камерами на протяжении чуть ли не года. Символ проекта нашего — это слезинка. Это слеза от ювелирного дома Тулупов. Ее нельзя купить, она создана специально для героев проекта из розового кварца. И я хочу, чтобы ты мне сказала, когда ты плакала, над чем ты плакала сильнее всего? Спасибо большое. Очень красивая вещь. Я обожаю розовый кварц. И... если я скажу, у меня у самой слезы начнут катиться. На самом деле, наверное, это папа. Ой. Я всегда плачу.
Потому что через 2 дня после твоего олимпийского золота, да? 2 дня было. Ты ему медаль в руки дала поддержать, да? Но он на самом деле для меня герой, потому что мне не говорили, ему давали там 2 недели, как только я уехала, и мне не говорили об этом. Я приехала и увидела, ну, в каком состоянии, но я увидела, что я ему дала эту медаль, которую он не отпускал, прям вообще не отпускал, и я говорю: пап, мне пора, нам в Кремль нужно, мне нужна медаль. В общем, я дождалась, когда он уже ее отпустил, и да. И он герой, потому что мой брат был в это время в летнем лагере, потому что, ну, маме сложно было ей за братом, он младший брат, ей было сложно, в общем, ухаживать, она была только с папой, и отправили в лагерь, и, в общем, я приехала 24-го он подержал медаль, 25-го приехал Филипп, и на следующий день он ушел. То есть он дождался вас. Вот так. Прости, пожалуйста, что я растеребила твои раны. Я горжусь своим папой, поэтому я буду рада, что об этом будут знать все, потому что он действительно мой герой. Мне кажется, это очень важным, чтобы и родители, и дети посмотрели, и финал в том числе этот, и поняли, для чего вообще в мире и в жизни все происходит. Спасибо, Рита, от сердца. Спасибо я большое. восхищена. Спасибо. Спасибо.